заниматься уже, ну, таким более серьезными элементами. Ну, в смысле, они сложны тем, что много разных есть в них функциональностей, с которыми можно работать. И, соответственно, тестов в этом классе WebTables, тест WebTables будет много. Поскольку первое, что у нас будет, это у нас добавление человека. Второе, это у нас будет поиск человека. Третье, удаление человека. Четвертое, редактирование человека. И пятое, мы будем увеличивать количество строк. Теперь даже они у меня пропали. Из-за того не получается их все просмотреть. Ну, в общем, вы поняли. Как всегда, начинаем с нашей структуры. Так, поехали с теста. Класс тест WebTable. Далее у нас вот будет как раз таки несколько тестов. Ну, давайте пока определим первый из них. Это тест WebTable add person. То есть тест на добавление человека. Здесь пишем драйвер. А здесь мы как раз таки отметим все нами известное, но только изменим, что будет WebTable page. WebTable. Вот пока так оставим. Далее переходим в элемент page. Здесь пишем класс WebTable page. Наследуемся. Locators. Затем здесь тоже делаем. Так. Ну и везде импортируем наши замечательные таблички. Так, здесь все сделали. Теперь разбираемся с первым тестом. Что нам нужно для первого теста и что у нас есть, чего у нас нет. Первое. Кликаем кнопку Add. Добавляем какой-то там условно возраст, там зарплатка, департамент, submit. У нас появляется человечек. Его зарплата, его департамент, там возраст, e-mail, фамилия, имя, отчество. Все отлично, есть. На редактуру изменяем возраст. Пишем. Возраст меняется. Удаляем, удаляется. Хотим найти, например, какой-нибудь Вега. Вега, все отлично. По возрасту, например, 39. Также у нас, а если 9, то и тут есть. Но если мы выберем 2,9, то и тут 1. И удаляем его. И опять смотрим, убираем. Ага. Все. Ну ладно, это я уже загнался. В общем, add person. То есть локатор кнопки add, поля, все локаторы, кнопка submit. И далее список всех, чтобы найти конкретно своего добавленного. Вот, ну и начнем. Все, значит, сейчас мы... Так, я здесь пока открою. Локатор. Окей, поехали. У нас здесь add button. Далее first name button. Далее last name button. Далее email. О, почему button? Input. Input.
email input. Так, что у нас еще есть? Age input. Далее salary input. Далее department input и submit. Так, ну поехали постепенно. Тут что-нибудь вот это вот скопируем. Везде, пожалуй. Хоп. Вот. Сделали. Ну и теперь поехали постепенно. Сначала, откроем DevTools наш любимый. И выбираем кнопочку Add. Она у нас имеет ID-шник, то есть это button с таким вот ID-шником. Окей, проблем никаких. Все достаточно понятно. Пишем button ID. Все, кнопочка готова. Далее нажали button, появляется окошко, в нем first name. First name у нас тоже ID имеет, это input. Надеюсь, на этот раз инпутом проблем не будет. Здесь пишем input ID first name. Я предполагаю, что что-то подобное у нас будет везде, поэтому я сразу здесь скопирую, чтобы у нас менять только ID-шник. Название ID-шник. Но, черт его знает, прав я или нет. Сейчас узнаем. Так, здесь last name. Далее user email. Так, стоп, что я там напортачил? Нет. Далее user email. Далее age. Just age. Salary. Just salary. And department. Так, department, ты где там? Department, just department. Здесь вроде норм. Так, у нас дальше что у нас? Дальше у нас submit. Ну, как мы могли догадаться, ID-шник submit. Ну и здесь пишем button ID submit. Button ID submit. Все, окей. Все вроде готово для того, чтобы мы выполнили нашу необходимую задачу. И один из пейджей будет add new person. Ну, смотрите, у нас есть два варианта. Мы можем в одну функцию добавить заполнение открытия, нажать на кнопку add, заполнение всех полей и потом отправкой submit. Либо можем разделить на три функции. Первая функция — это нажимает на кнопку add. Вторая функция заполняет поля, метод. Третий метод, он отправляет форму. Я, пожалуй, ограничусь все, так как это достаточно понятные действия, я засуну это все в один метод. Add new person. Он будет более, наверное, громоздкий, но так или иначе и count сделаем. Count. То есть, благодаря каунту, не знаю, насколько это необходимый критерий, но для того, чтобы тесты были немножко, всегда можно было менять количество людей. Там, допустим, можно count оставить, либо там добавить, не знаю, рандомные значения.
при добавлении человека. Ну, в общем и целом, сделаем так. Сделаем цикл, поскольку у нас count, если count не равно нулю, то мы, значит, делаем соответствующие действия. И тут как раз-таки проводим все, что нам необходимо. А потом, здесь, конечно же, count сразу делаем -1. И там будем что-то возвращать. Имена. Ну, очевидно. То есть, чтобы опять-таки не было пестицида, и мы не создавали просто одному человеку, а создашь 3 человека, сразу таблица поломается. Ну, как бы это не совсем good. Вот поэтому я добавляю здесь аргумент, который можно менять. Можно также просто здесь, например, его оставить, убрать отсюда и сделать рандом. Допустим, пусть будет там count, также count равно random randint, и будет от 1, там, допустим, до 3. И у нас будет каждый раз, ну, count разный. Вот, но я для того, чтобы так можно сделать, но для того, чтобы все этот процесс ускорить, потому что, например, будет 3, мы будем ждать, пока 3 человека создастся, там, но это долго. Поэтому я здесь, ну, оставлю, ладно, здесь оставлю пока 1, count 1 пусть будет, вот, но при необходимости можно будет это дело менять. Ну и что же нам нужно здесь? Конечно же, я думаю, вы догадались, нам необходимо сюда добавить людей. И вы помните, как мы делали с генератором, то есть у нас есть person info. И здесь мы делали generated person. Вот. Все это отправляли мы в next, для того, чтобы вытягивали одну итерацию. И какие нам необходимы поля. Как мы помним, одно из полей у нас first name, потом last name, затем у нас email, затем у нас age, затем у нас salary, затем у нас department. Я отдельно завожу переменные для того, чтобы у нас во-первых, было понятно, было более читабельно, а во-вторых, для того, чтобы мы могли потом их без проблем возвращать в return. Вот. Но я их буду возвращать несколько иным способом. Ну, точнее, ладно, так вот мы сделаем. Сразу будем first name, last name, email. Опять-таки для всех вот этих вот сравнений. Department. Вот. И нам нужно что-то здесь вот добавить personal info. Есть ли у нас что-то похожее? Ну, у нас есть full name. Full name, например, мы выбрать не можем. Потому что у нас first name и last name отдельно, а middle name вообще нету. Что же нам в этом случае делать? Мы идем в нашу дату и отмечаем. Ну, логично будет здесь делать first name, last name. Что у нас, сразу увидим здесь, что у нас здесь нет. У нас нет здесь age. У нас здесь нет age. У нас здесь нет salary. У нас здесь нет department. Все остальное есть. Все остальное вроде есть. Все остальное у нас есть. И, значит, если first name, last name, department это будут строки, то age и salary будет integer. Ну, я думаю, что логично. Ну и, конечно же, мы прописываем все это дело здесь. Во-первых, first name. Что это у нас будет? У нас будет faker.ru first name. Окей.
Далее last name. То же самое с last name здесь. Тоже окей. Далее age. Для age у нас есть наше простое рандом. Так, rand int. Давайте все это дело заимпортируем. Rand int, ну и, конечно же, что, ну, условно, чтобы у нас было как бы более-менее что-то подходящее, там от 10 до 80. Ну, черт его знает, какие значения еще понадобятся. Department. Department у нас есть, ну, некая fake.ru job, то есть работа. Ну, как бы это департамент, то есть какой-то отдел, ну пусть будет это указывать, какая у нас работа. Так как это у нас дело тестовое, данных нет, так-то мы бы тянули, скорее всего, из баз данных. Ну, если какой-то был бы такой серьезный проект, а не просто работа с UI. Ну и давайте проверим, что у нас остается, все ли у нас заполнилось или не все. Вот для этого мы... Так, для этого мы выбираем person info. First name, окей, есть. Далее person info last name, есть. Person info email есть. Person info age есть. Person info salary есть. И person info department. Все есть, все окей. Все окей у нас. Далее. Далее нам надо открыть, нажать на кнопочку Add и заполнить все поля. Вот, поэтому мы, соответственно, таким образом и пишем self element visible self locator add button. Ну и классический клик. Далее достаточно такая однообразная запись. Я не буду выделять в отдельный, там давать какую-то переменную, потому что у нас все то же самое visible. То есть достаточно понятно просто благодаря локаторам и функции. То есть у нас условно это как текст. У нас как бы first name input send case first name. Вот. И у нас здесь last name, email, age, salary, department. Вот. Пишем last name. Тут меняем last name. Тут меняем email. Вот, вроде все сделали, но в конце нам нужно отправить форму. Self element visible, однозначно visible. Self locators. Submit. И клик. Ну что ж, пришло время посмотреть, работает ли это все дело наше. Add person. И time sleep 5. Ну, нет, я забыл один важный момент. Я забыл заменить нам ссылочку. Вот, и теперь уже можно запуститься. Что-то случилось. Что же произошло? Salary-то мы не прописали. Ёкарный бабай. Вся в этом, значит, у нас и соль-то и совершилась. Я написал salary, а у нас-то его и нет, оказывается. Почему же мне тогда он... Так. Ну потому что мы, конечно же, отправляемся к классу person, но он имеет non-type. Ох, эти ошибки с salary. Ну, конечно. Ну, а здесь-то уж мы сделаем salary поболее. Зарплату. Ну, достаточно. Накинем от десяточки до соточки. Представим, что данный человек работает в айтишке. Шучу.
Вот, ну и теперь уже наконец-таки мы можем вернуться к тому, что писали. Да. Вот такие вот, казалось бы, банальные вещи, они заставляют немножко сконфузиться. Но что поделать. Когда сосредоточен на том, чтобы как-то объяснить или показать, часто вылетают всякие конфузы. И вот у нас Виссарион, Семенова, парикмахер со всеми данными. Окей, отлично. Все, получили то, что надо.